Это чё за аппарат? Это чё за бархатная тяга ездит? Всем привет тем, кто попал на этот видос. Если вы попали на этот видос, скорее всего, вы либо мой знакомый, либо мы наконец-таки купили рекламу в интернете. Так вот, вы на канале Ускорение, и сегодня наш обзор будет посвящен вот этой вот вишневой девяточке, вишневой малышке. Но проводить его буду по большей степени не я, а наш главный эксперт по разбиванию девяток Азамат. Вкратце расскажу про владельца автомобиля. Владельца автомобиля зовут Санек, мой хороший кореш. Он пилит нам превьюшки для канала. Ну, в общем, сейчас вы все о ней узнаете и о владельце узнаете. Приятного просмотра. Здорово. Привет. Так, ну, рассказывай. Когда ты покупал эту красавицу? Это было ровно год назад, на мой день рождения 3 апреля, но оно было, конечно, 2, но оформил я ее 3. Вот, уже год прошел, и буквально вот 5 апреля, спустя год ровно, я ее оформил полностью на себя, вот езжу, до сих пор катаюсь. Как впечатление о твоем первом автомобиле? Ну, было страшно на ней ездить первые 2 дня, потому что она была убита, я не знал, что с ней вообще не так. Она стояла долгое время. Но в целом, как водительский опыт, он очень интересный. Ну, насчет того, что она у тебя стояла 2 дня и ты боялся ездить, это наш оператор тоже об этом в курсе. У меня была такая же история с девяткой. Я сегодня только оператор. Да. Я же могу тоже вопросы здесь задавать, Да, тут да, слышно. по сути, да. Почему, как опыт первой машины, была выбрана именно девятка? Моя первая машина в моих идеальных мечтах, конечно, была BMW 30. Но, во-первых, я не нашел ее по бюджету, так скажем, и по моим условиям покупки. Потому что мне никто не хотел ее в рассрочку отдавать, а тот, кто хотел, он... Блять, у него машина была чмошная, в общем. Саша, сколько тебе стоила эта машина? Она стоила $1800, ну то есть УЕ долларов. Вот. В ремонт ушло где-то, ну, баксов 300-400 уже. Вот эти обслуживания всякие, мелкий ремонт. Вот. Но единственное, она хоть и побита внешне как-то, но она ездит. Если я за год и не ездил на ней, то только из-за того, что у меня не было денег на бензин. И все. То есть она постоянно ездит, не подвозит. Что Вот. льешь туда? Лью 80-й, иногда 92-й, когда, ебать, я зарплату получаю. Насколько тебе хватает полного бака? Но я полностью бак не заливал никогда. Примерно литров 30-35.
Я даже не знаю, сколько у него там этот, как его. Чем люди раньше занимались? А как она открывает? О, все. Вот так вот брали. Искали вот специально такую девятку на коротком крыле 1.3 без замка на крышке бензобака и выкачивали бензин. Всё, сеточки тут нету. Нет. Хотя не знаю. По-моему, нету. О! Ой, вкусно. 80-й. Узбекский. Заебись. По пробегу. Пробег 100 тысяч проехал уже. Это под тобой или вообще? Нет, вообще. Ага. Подо мной 10, что ли. Что-то такое. Что-то ты за год очень много проехал. Я каждый день на ней езжу. А у тебя примерно какие пробеги ежедневно? Ежедневные 40 километров максимум. До работы и обратно. Какие у тебя условия были по выкупу машины? Ты ее в рассрочку брал? Первоначально у тебя сколько был? Ну, первоначально я отдал за нее 300. Ну, вообще планировал 400, но $100 ушли на переоформление. Ага. На доверенность это, потому что я в целом не знал, сколько оно стоит и не рассчитывал на это. Ну, продавец понимающий, он отнесся с этим понимающе, $100 ушли на бумажки, и потом в течение 7 месяцев я давал по $200. Короче, ты почти за год ее выкупил, и все нормально было. Да, за год я выкупил ее. Сначала было трудно, потому что уходило все на нее, потом еще и, ну, я имею в виду на оплату аренды, не аренды, а выкупа. Потом еще ремонт ее, было сложно. Но потом сменил место работы, и все наладилось. Стал бегать и прыгать на кочках. Хорошо, а скажи, вот ты не знаешь, какой у нее объем бака, но у тебя хотя бы датчик бензина работает? Датчик бензина у него работает. Да, работает. А, у тебя стеклоподъемники, ебой. Так надо делать. Еще, ой, бля. А, все. Вот и не поднимается. Давай, я помогу. Давай. Не, Все. А что делать? Да, так оставлю. Похуй. Типичные ладоводы. У меня есть вопросы по поводу, какие на нее в дальнейшем планы. Планы? Коробку починить и все. А что с коробкой, расскажи. Ну, когда я взял, у меня вторая передача вылетала. Потом... Ну, как она вылетала? Редко. Потом вообще перестала втыкаться. А третью? Ты сейчас на первую? Нет, Первая. А, вот третья. И вот сейчас первая передача тоже не хочет втыкаться. Ее приходится постоянно придерживать, ехать одной рукой. Левая рука заебалась рулить. А правая рука заебалась дрочить. Я Нет, понял. нет. Ну, все, в принципе. Если честно, я ее не люблю так, как BMW бы. Хорошо, дальнейшие планы продать и купить BMW или как? А вот хороший вопрос, я не знаю, что с ней делать. Я вообще ищу по городу какой-нибудь, вообще везде, где можно встретить красивый столб, чтобы намотаться на него. Вот, но пока его не встретил, поэтому пока езжу. Четвертая есть? Да. Проверь. Делай. Да. Четвертой тоже нету, да, как я понял? Есть. Держи, блин. Просто держи. Блядь, тормози нахуй. Что, блядь, тормози? Эта машина спортивная, на ней только так надо ездить. Примерно сколько в месяц у тебя уходит на нее? Ну, по бабкам ты вот считал? В месяц? Да. Давай посчитаем. Ну, я заливаю сотку, ну, суммами, в неделю. Ну, получается 400 тысяч в неделю. Ой, в месяц, да, все верно.
Это только на бензин. Ну, я не знаю, 200-300 тысяч раз в 3 месяца масло поменять. Или какая-нибудь неполадка вылезет, тоже не особо дорого на нее что-то менять, ставить. Вот, в целом недорого. Хорошо, а ты уже вступил в какие-нибудь вазогруппы, пацанские тазы валят, быпан, бля? Да. Я как... Охуительная история. Я вступил в нее тогда, когда я жопой упал в рык. Было очень узкое пространство, чтобы маневрировать, разворот делать. И я... Еще мокро было. Я упал. Пишу своему знакомому одному, а он тоже тазовод вроде был. У него бэха была, да. И он мне кидает чат с тазоводами. Пишу туда, типа, помогите. В итоге никто не отвечает. Ну, типичные водители «Жигулей», да. Да. Вот, там ребята помогли, вытащили и все. Ну, я там сижу, коллектив, ну, блин, там дяденьки, молодых в основном нету. Вот. Написал как-то с проблемой поменять термостат. У меня инструментов не было. Вот. И меня домой пригласил один чувак, помог мне термостат поменять. И выебал тебя потом, да? Нет. Странно. На камеру это точно не скажу. Хорошо. Вот. А его его отец мне с электрикой чуть помог. Ну вот. То есть они потомственные «Жигулисты», да? Да. Ну, у них тоже 9-ка. Сын ездит на Кобальте. Подожди, какой Кобальт? Малибу. Ой, какой Малибу? Лошете. Блять, как Джентро, во. Интересно, охуительная история. Да. Я кайфую от своего мастерства. Ну, не буду сейчас выебываться, возможно, из-за того, что машина маленькая. Я легко параллельную парковку совершаю. И тупик, да? Да. И самое, что прикольно, я один раз парковался параллельной парковкой. Все, припарковался, там вышел, зашел в машину, обратно уехал. И смотрел, как чувак со спарком пытался заехать. У него ни хрена не получилось. А там вот такая хуйня, ты если за спарками сидел, у них массивный перед, пипец. Чувствуется, как будто это прям пипец. Он длинный, широкий. Короче, габарит не чувствуется спереди. Ну, ты в любом случае. Ты там что-то еще хотел сказать про опыт. Опыт. С опытом что-то ты там начинал говорить? С опытом начинаешь замечать гендер водителя, не видя его лица. Чувствуешь, когда водитель едет как-то неправильно, думаешь, так, либо новичок, либо баба. Ах и ты. Так и получается. Ах ты, сексист, бля, уважаемая. Я вижу очень много визуального стайлинга ты добавил в эту машину. Я добавил фары. Ага, какие? Обычные, заводские, так скажем. Потому что ночью ездить в городе у нас очень сложно, потому что когда машин нету, освещения нету, не видно, то есть все. Решетку пластмассовую, хотел металлическую, но что-то не нашел. Кстати, Озон решетку брал у Любы. У Любы, да. Твои любимые тетки, которые ты тоже приятная, решетку я с ней добрал. познакомился. Вот уже скоро год с нами будет. А самое что интересное, я не знаю почему, она держится исключительно за счет фар, потому что она не влезла, я запихнул. Потому что она рассчитана под длиннокрылку. Вот Вот эта вот часть закрывается длиннокрылки капотом. Вот. Тюнинг, стайлинг. Так как бюджет у меня нулевый, делаю с ней максимально ничего. Вот. Наклеил туда вот стикеров всяких прикольных. Ты фанат Волокаса и аниме, да? Да, иконы. Считаю, что иконы с аниме прям идеально вписываются. В антураж? Да. Кстати, иконы я не хочу снимать. У меня почему-то такое предубеждение, что если я их сниму, я точно не доеду. Намотаешься. Или она размотается, разломается. В общем, вы поняли. Да, конечно. От себя что скажешь еще? Что тебе понравилось? Что я могу сказать? И какой ты еще опыт с ней получил? Я могу сказать, что машина хорошая в плане того, что она едет и не ломается, критически не ломается. Довозит мою жопку матизеры, пидоры, все.
довозит мою попку с точки А в точку Б без каких проблем, чаще всего, вот. Единственное, что хочу сказать, у меня как-то одна знакомая мне поставила один трек, группа называется «Русский размер», и у них там музыка прям в эту машину, вот. Послушайте, поймете. Кстати, что у тебя по музыке в машине, так сказать? Что у тебя По вообще? музыке магнитола, 2 колонки, все. Ничего интересного. Ну, Кстати, когда я машину покупал, я не разбирался, как ее выбирать. Со мной чувак один был, он смотрел все это. Я первое дело спросил, а музыка есть? Он сказал, да. Я сразу все покупаю, похуй. Это спорт. Настоящий спорт. Спойлер. Плюс 10 км в час к максимальной скорости. Дворника здесь нету, да? Вообще. А как в дождливый день? О, я победил ее. Газ-лифты, ёпта. Газ-лифты. Даже в Volkswagen нет. Даже в Volkswagen ID4... Нет, в ID4, кстати, есть. И в Kia K5 тоже вроде есть. В Джентре нету такого. В Нексиях нету. Так. Ну и перекур и пригодность. То есть в дождь можно тут повозиться что-нибудь и перекурить. Так. Вместимость с багажника мы проверять, конечно, не будем. Да, я туда не полезу, как в Kia. Но он достаточно огромный, достаточно вместительный. Особенно если убрать задний ряд сидений, то Да. там можно в натуре полквартиры И вот эту перевести. полку, если убрать. Кстати, из-за того, что установили колонки Пионер, ее попилили, чуть-чуть переделали. Другая. И нихуя, нормально. На липучках сделали. По-человечески. Человеческое качество для людей. Все. АвтоВАЗ. Свяжитесь с нами. Ебите нас, да? Пошел ты нахуй. Вот тебя АвтоВАЗ выебет, блядь. Типичные ключи, да. Как и у меня, по сути. Ну, тут на один ключ меньше, как насколько я понимаю. Ключ от зажигания, от двери. А это от чего ключ? Чё? От хаты? Да. Это ключ от хаты. Ага. Ну и А у тебя что, Magic есть? Да. Нихуя ты блатной, охуеть! Блатной, да. Magic Card 903. также, что мы тут можем наблюдать? Накопительную карту от барака. Сразу видно, водитель Жигулей экономит, блядь. И ногтерезку. Правильно. Я почему-то не наблюдаю тут еще нескольких ключей. А вот это вот что повесится? Саша, разрешите доебаться? Так, что такое? Ну-ка присядь, блядь, 10 тысяч раз нахуй. О, молодец! Ничего, так тебя скоро в Москвич возьмут работать. Ну что ж, по заветам Тома Хэнсона, как говорится, сейчас мы посмотрим, откроем эту замечательную ручку с кнопкой внутри этой пиздатой вишневой машины и попадем в мир роскоши и комфорта. Слушай, а кто тут сидит обычно? В последнее время Даня с Анжеликой. Нет, сзади, а спереди ты типа максимально отодвинул вперед, да? Сидушку ты максимально вперед отодвинул. Вот эту вот. Да, кажется, двигал. Слушай, мне тут комфортно. Если да, на кочку я попаду, я сразу начну пробивать потолок. Так, ладно. Полусоветский красный диван. Вот. О, господи. Как будто здесь крыша ниже, чем там. Сяду как в кресле у гинеколога. Так, что по чпокопригодности? В принципе. Ну, такое себе. Такое себе.
Но зато тут много очень подстаканников, особенно вот этого. А, это пепельница штатная. Я и не думал, блядь. Охуительно. Мне нравится. Так, сейчас ее надо Там не просто так написано На свое- адреналин на на банке. свое место, да, поставить. Так, вижу тут багеты. Я смотрю, вы энергосы, да, с багетами любите хавать. Где ты взял? Я не знаю, где ты нашел. Я в вашей дверной карте, в вашем подстаканнике. Так. Ну, в принципе, все. Где-то стираемость хуй знает какая тут. Ну, химчистка, и все будет идеально. Зато шторки есть, зато никто не видит, как ты тут развлекаешься. Оцени ручки, братан, девяточные. На потолке. А, ну это да, это сюда шторы можно повесить. Это карнизы, это не ручки, это карнизы для шторы, для тюлей. Ну, нет. Хотя... О, заебись! На 1 балл выше. 6 из 10, блядь, чпокопригодность. Все, заебись, на балл выше. О, кстати, вот тут есть вешалка. Это уже тоже хорошо. Плафон рабочий? Нет, плафон не рабочий. Ясно. А это что, воздуховоды? Это воздуховоды. Нихуя себе. Нормально. Ну и этот, пионер колоночки. Тема такая нормальная. Вот, я здесь лухарствовать вот так вот могу, и все. Все вот четко. Вот. Тупо реально настоящий пацановоз. Ну, 5 пацанов вместе с водителем поместится. У ребят в 90-х все было хорошо в этом плане. Кстати, вот про хуйню с тем, что тебе тогда не помогли, с твоим арыком Так. возавода, у меня шутка появилась. Это то же самое, как у водителя Nissan. Купил Nissan, ебись с ним сам, блин. Бля. Телки появились у тебя после того, как ты тачка... В такой машине, ты серьезно? Конечно, чё нет? Нет. Ну какая-нибудь типичная сергелийская, может, появилась? Нет. Ага, вообще. За такой машиной, Тогда нахрен тебе ногтегрызка на ключах? блядь, ничего себе, нужна. Я люблю ногти грызть. А когда ты грызешь, она спасает. А, Ну что могу рассказать? Я раз чуть в Матис не влепился. Матизеры пидоры. Все. И один раз чуть не ударился в Dodge Challenger беленький. о, ну это почетно. Как? Это было на второй день покупки, если даже не на первый. Ничего, просто он на красный проехал на перекрестке. Я выезжаю на перекресток, и выезжает он. О, Том Вот. Хэнсон идет, смотри. О, ничего себе, здорово. Только тебя вспоминали. Вот. Ну и он вылезает, мы по тормозам, он меня пропустил, я проехал дальше. Обосрался, да. Ну Было согласись, страшно. это было бы честью въебаться в Dodge Challenger. По его вине. Ну, если только по его. И потом он бы тебе просто крыло свое отдал за то, что ты свою машину отремонтировал или купил такую же за 1800. Пиздец, ну да, согласен. Сколько ты к ней привыкал? Привыкал. Вот он. Давай вот тут пидорасов пропустим. Да. Бля, хоть музыку нормально вруби, блядь, там, я не знаю, гречку или там анакондас, что-нибудь такое. Пошлую Молли. Пошлую Молли. Или там Моргенштерн. Да. Фу, блядь. Даню Кашину еще сказал. О, тема, могу поставить. Привыкал, блядь, я ездил как старая бабка, 50 максимум, на 4-й передаче причем. Я боялся оборотов двигателя. Ну, впрочем, как все новички. Вот. А что бы ты новичкам сейчас сказал? Я не знаю, я не автоинструктор. Но меня научил бухой отчим, ну как бухой, выпивший отчим. Мы ехали домой, и он такой типа, а чё ты так рано переключаешься? В итоге он меня заставил на второй передаче до 70 разогнаться. И в этот момент я понял, что ебать, оказывается, я неправильно ездил все это время. Вот. Бля, ну не знаю. Я наоборот, у тебя из-за того, что карбюратор, так можешь разгонять, похуй. Инструктора же чуть-чуть по-другому. Я когда ездил на Nexi, я всегда, вот Азамат не даст соврать, на 2000 оборотов переключался. То есть у меня 5-я передача 50 км в час, понимаешь? Да, я так душил двигатель, ебать. Один раз с одним вот сотрудником мы ехали со старой работы как раз. Он говорит, а что это, типа, у тебя уже
Бензин экономлю, хули. Я, кстати, тоже из-за этого делал. Не, но на карбюраторах там чуть-чуть по-другому. Ну, я Вот. тогда еще не знал. Тебе еще карб, да? Ты его настраивал, кстати, или нет? Настраивать не помню, но чистил. Вот, еще тебе могут настроить, и все будет еще лучше, еще пизже. Хорошо. Кроме коробки и ремонта коробки, еще чего-то. Ну, единственный некритичный момент — это тормоза, потому что, когда я начинаю тормозить, у меня машина дергается. То есть там что-то неладное. Как мне сказали, там какая-то шишка. Но пока она тормозит, мне плевать на эту проблему. А как перестанет тормозить? Куплю BMW. Ну или разъебусь. Бля, ну не дай бог, Саня, пожалуйста. Но мне иконы, я могу говорить здесь, что хочу. У тебя и Velasquez, да, здесь еще? Да, они этот баф на вот это. Помнишь, я тебя еще просил осветить машину? Я бы вообще бессмертный брат, был. я же не зря бороду отрастил. Скоро вот я черную рубашку надену, рясу, и все, я тебя освещу не задорого. Все, хорошо. Договоримся. Да не, после этого вообще могу про ремонт забыть, она будет сама регенерироваться. Да, она летать у тебя будет лучше, чем DeLorean. Да. Вот видишь? О чем и я. Диски, может быть, усиление мотора, расточка, что-нибудь вот такой тюнинг на увеличение мощности не будешь делать? Я бы хотел это сделать с BMW, но пока не хочу. Может быть, потом ко мне придет что-то, и я такой скажу сам себе: ладно уж, раз эта машина у меня, давай с ней поиграюсь. Вот. Но пока не хочу. Типа, слишком дорого это обойдется в машину, которую я не люблю. Вот и подошел к концу очередной обзор. На что-то мы обратили больше внимания, что-то мы наоборот упустили. Но самое главное, мы старались. И хотелось бы вам сказать спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, нажимайте на колокольчик. Покупайте автомобили в рассрочку, не в рассрочку. Самое главное, любите их. Не так, как любит этот водитель. Всем спасибо, до новых встреч.